самый лучший и самый простой рецепт приготовления козинаки или гозинаки, как его называют в Грузии. Итак, нам понадобится мед, орехи и сахар. Всего лишь 3 ингредиента. Мед обязательно берите хорошего качества. Вот этот чудесный мед у меня из Сицилии. Я многократно готовила из него, и всегда получаются супер вкусные гозинаки. Итак, мелко нарежем орехи. Орехи могут быть любые. Даже можно взять семена подсолнечника, семена тыквы. Неважно, главное, чтобы вам это нравилось. Здесь у меня 200 грамм орехов. Переносим их на очень хорошо разогретую сковородку и при постоянном помешивании 2-3 минуты обжариваем. Отмерим 100 грамм меда. Добавим сюда чайную ложку сахара и на медленно-среднем огне, тоже при постоянном помешивании, оставляем нагреваться этот мед. Кстати, пропорция очень и очень простая. На 100 грамм меда берете 200 грамм орехов. Очень легко запомнить. Итак, дожидаемся, когда мед начнет пузыриться, засекайте 2 минутки и выключайте огонь. Затем добавляем сюда наши поджаренные орешки и тоже быстренько, хорошенько перемешиваем, чтобы орешки полностью пропитались медом. Нам понадобится большая деревянная доска. Хорошенько ее нужно смочить холодной водой и переносим сюда наши горячие гозинаки. Так как гозинаки горячие, поэтому смочите, пожалуйста, вашу ладошку в холодной воде и придайте нужную форму вашему десерту. Главное, чтобы толщина была не более 1 сантиметра. Можно нарезать прямо так в теплом виде. В этом случае он будет легче нарезаться. И перенести на тарелку. Форму придайте любую, какая вам нравится. Но обычно придают вот такие треугольные или прямоугольные формы, то есть это уже по вашему желанию. Переносим на тарелку и оставляем на час, на 2 в прохладном месте, чтобы гозинаки полностью застыли. Посмотрите, какое чудо получилось! Давайте пробовать. О, это очень вкусно. Конечно же, вы все знаете вкус гозинаки. Теперь вы сами можете приготовить и порадовать себя и свою семью этим лакомством. Счастливого вам Нового года!